Итак, всем привет! Давненько на канале не было туториалов, поэтому пора восполнять этот пробел. Сегодня у нас 3D тема, будем рисовать тот самый 3D кубик из начала видео. Он простой и у него есть одна интересная особенность, маленький подвох, который позволяет расположить объекты за кубиком. Это усиливает иллюзию 3D эффекта. Может быть, кто-то догадался, как это работает? Тогда ставьте на паузу и пишите свои версии в комментариях внизу. Итак, мы переходим к рисованию и по традиции начнем с тех материалов, которые нужны для сегодняшнего рисунка. В этот раз все очень скромно, вам нужен будет графитный карандаш, любой, от 2 до 8 Б, черная гелевая ручка, хотя можно будет и без нее обойтись, линейка, хороший ластик и бумага. Лучше выбрать тонкую принтерную или аналогичную ей. Формат листа А5. Чтобы нарисовать контур кубика, нам нужно отметить на листе одну вертикальную линию и 9 точек. Это в принципе несложно, но потребует от вас большой точности, потому что важен каждый миллиметр. Последовательность работы такая. Сначала посередине листа проводим вертикальный отрезок длиной 82 мм. Важно, чтобы он был параллелен краям листа. Дальше отмечаем на нем 5 черточек на 10, 20, 38 и 62 мм. Теперь нужно нарисовать 6 боковых точек. Будем опираться на те черточки, которые только что нарисовали. Двигаемся сверху вниз. От черты на 10 мм в бок отмечаем 2 точки на 31 мм влево и вправо. Постарайтесь сделать так, чтобы их не перекосировало вверх или вниз. Это касается, кстати, всех боковых точек. Дальше отмечаем точки на 32 мм от черты на 37 и на 29 мм от черты на 82. В принципе, это все. Давайте еще раз глянем на размеры и посмотрим, как я сделаю эту разметку на своем листе. Отмечаю 2 точки и провожу по ним вертикальную линию. На линии делаю соответствующие разметки. И теперь в соответствии с размерами рисую боковые точки. Как видите, ничего сложного в этом нет. Главное все делать точно, аккуратно. После того, как все точки отмечены, их нужно соединить вот таким образом. Сделаю это теперь на своем рисунке. Работать буду карандашом, чтобы можно было исправлять, если вдруг что-то пойдет не так. Хорошо, теперь вооружаюсь ножницами и начинаю обрезать лишнее. Я думаю, что уже сейчас большинство зрителей сообразили, как работает этот рисунок, но пока он не готов, в действие его приводить не будем. Для того, чтобы закончить рисунок, нужно выполнить 3 шага. Шаг 1. Стираем лишние линии. Шаг номер 2. Обводим контуры гелевой ручкой. Эту часть можно смело пропускать, если вы не хотите иметь резкие контуры. Кстати, с гелькой нужно быть очень осторожными, потому что она не любит работать в паре с линейкой. Старайтесь не ложить линейку на только что проведенную линию. И после каждой черточки я рекомендую промакивать стержень, а другой листок. Остается последний шаг – нарисовать тени. И это самая долгая работа. На весь рисунок я потратил 20 минут. И из них аж 10 ушло на тени.
В принципе, вы можете рисовать их так, как вам нравится. Для меня самый удобный и эффективный способ – это штриховка слоями в разных направлениях с применением легкого растирания. Я затеняю две стороны, левую слабее, правую сильнее. И потом, когда буду показывать вам 3D-эффект, реальный свет будет находиться так же, как и на рисунке, то есть слева, сверху. Последняя фишечка в тенях, о которой расскажу, выглядит вот так. Это фото реального кубика. Здесь вы можете увидеть, что ближе к углу темная грань выглядит еще темнее. Используем этот эффект и сделаем кубик более натуральным. В целом рисунок практически готов. Остается загнуть верхнюю часть рисунка, и давайте наконец уже посмотрим на то, что получилось. Похоже, что работает. Пришлось, конечно, повозиться с освещением, чтобы горизонтальная и вертикальная часть одинаково освещались, но это того стоило. Что ж, на этом все. Если вы здесь оказались впервые, советую зайти на канал. Много чего интересного по рисованию найдете и уверен, что залипнете надолго. С остальными я ненадолго прощаюсь. Желаю всем удачи, творческих успехов и увидимся в новых видео. Пока!